Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня у меня в гостях специальный гость, который наконец-таки появился у меня в гостях. Кристиан Костов. Моя душа рваная. Take me to church, I'll push you back the door with the shrine of your life. This is a man who will go down these come. This is a man. Our love is untouchable. Финалист детского голоса в России. Хотел сказать, победитель, нет. Второе место на Евровидении, международном конкурсе, который все знают. Кто-то там еще. Второе место Прекраснейший человек, замечательный певец, артист, кто там, блогер теперь еще. Теперь мне дико неловко, потому что если вы посмотрите видео на моем канале, которое Я мы сказал ему выставили... ничего не говорить обо мне, потому что это тоже неловко. В общем-то, да. Вот, да. Но ты хоть говоришь сейчас, я хоть говорю тебе правду, а я просто человек, который снимает видосы на YouTube. Так вот, сегодня я буду спрашивать у Криса личные вопросы и брать у него интервью. Вообще у меня эта идея... А зачем мы сидим в наушниках, кстати? Не знаю. Короче, эта идея давно зародилась у меня в башке, и сейчас мы наконец-то это снимаем. Так вот, я в Твиттере просил задавать у вас вопрос Ask Chris. Там было очень-очень-очень-очень-очень много вопросов, а еще там попадались очень много странных вопросов, потому что тег каким-то образом выходил в топ. Я выписал в заметке себе основные темы, на которые мы будем разговаривать. Хватит ржать, да? Я тупой, да? Я туплю на камеру. Я могу себе это позволить. В Твиттере было очень много вопросов, поэтому если будут похожие, которые вы задавали в Твиттере, которые есть в моей теме, я буду вставлять их здесь, потому что там это было очень сложно скринить. И... Так вот, как же мы все-таки познакомились? Я думаю, ты расскажешь получше. Да, я был подписан на инстаграм Аманды Черни, короче, фиг знает, как произносится ее фамилия. Она типа вайнер, смешной комедийный блогер в инстаграме, да и на ютубе тоже. И актриса. Невероятно красивая девушка, просто там, она невероятно красивая. Так вот. Я тут вижу ее в инстаграм сторис, то, что она приехала в Болгарию. Я увидел его в инстаграм сторис и понял, что черт возьми, я же знаю этого чувака. А он там еще в этих инстаграм сторис говорит о том, что он будет выступать на Евровидении и представить Болгарию. И думаю, ну нихера себе, но он же вроде как из России. В итоге я потом забиваю в гугле или на ютубе его видео, смотрю, а там типа уже просмотренное видео выступления с X-Factor из «Голоса». То есть когда-то давно я смотрел его выступление на «Голосе» и на X-Factor, и сейчас я вспомнил, что когда-то там я его видел. Потом я узнал, в какой песне он будет выступать на Евровидении, и она мне безумно понравилась. Я до сих пор ее очень сильно люблю. И я теперь мы здесь. В Твиттере, да, о том, что песня супер, и теперь мы здесь. Короче, Твиттер сближает. Спасибо Да. большое, Твиттер. Прям. Потом мы уже, потом что-нибудь, неважно, что потом было. Что потом, да. То потом. Так вот, Кристиан, кстати, я все время Михаил. путаю ударение в его имени, потому что раньше я называл Кристиан. Ну, потому Я не что это Кристиан как-то Грей, более нет. привычнее. Но ударение всегда идет на А. Кристиан Костов. Кристиан. так Просто вот, Крис. скажите Давай нам, Крис, пожалуйста. Кристиан, скажите нам, пожалуйста, как вам выступалось на Евровидении, и какие у вас впечатления, и как вы вообще туда попали? Потому что мы до сих пор в шоке. Если честно, я ненавижу этот вопрос. Спасибо, Миш, что отобрал Да. его. Всегда, пожалуйста, Но все для вас. вас нужно осведомить, потому что не все знают, я уверен. Я родился и живу в Москве всю свою жизнь, но так случилось, что мой папа из Болгарии, у меня двойное гражданство, и я каждое лето в Болгарии. И в 15 году я по приколу пошел на X-Factor, дошел до финала, взял второе место. И подписал контракт с Virginia Records, это самый большой лейбл в Болгарии. И мне предложили принять участие в национальном отборе от Болгарии, чтобы я поехал на Евровидение. И я им отказал, потому что я дико боялся, и я каждый год смотрю Евровидение, и мне далеко не все песни нравятся. Я думаю, что мне вот дадут какой-нибудь там типа... Парам-пам-пам, там огонь, фейерверки, что-то абсолютно типичное евровизионное, но потом мне показали песню, и я просто влюбился в нее сразу. Мы сразу же записали первую демку, ну и так я и поехал. То есть меня потом отобрали, я выиграл, и да. Выиграл. Я выиграл в Болгарии. Отбор. Да, точно. Хоть где-то. Я нигде не выиграл. Если ты думаешь, что, ребят, я не выиграл ни в одном проекте. Я везде номер 2. Для нас ты всегда победитель, знай это. Вот, статуэтку вот так хотелось. Разбить.
Нет! Да, Миша! кстати, интересный факт. Life News, самая желтая пресса, которая существует только в России, опубликовали Господи. интервью, где он говорит о том, что он разобьет статуэтку, Да. ну, приз, который дается за Евровидение в Москве. Я даже более скажу, на Красной площади, то есть так прям эпично, прям вот так смачно, вот так. Но Life News вырезали все то, что было после сказано, потому что это была шутка. Но при этом они решили захайпиться и оставить ту фразу, которая была нужна им. Кристиан, скажите, кто ваш любимый исполнитель или группа? Да и группа. Я прям мега биг фэн Эда Ширана, но как-то так вышло, что в нашем видео, которое мы сняли до этого, обязательно зайдите на мой канал и посмотрите. Это челлендж «Угадай песню», и За одну я... секунду. Да, за 1 секунду, и я угадал только одну песню Эда Ширана из 3, да? Мгм. Я не знаю, как такое возможно, я прям мега фанат, и прям знаю все его песни, но... Обожаю Холзи, обожаю Троя Сивана, прям он невероятный. Мартина Гаррикса очень люблю. Алисия Кара тоже классно. Алисия Кара клевая. Посвящена ли Beautiful Mess конкретному человеку? Я предлагаю оставить это маленькой тайной, пускай будет немножко mysterious guy vibe. Поэтому думайте, может быть, кому-то она посвящена, может быть, нет. Я не Понятно. знаю. Спасибо. Следующий вопрос. Какой у вас рост, Кристиан? Почему-то многие люди, когда приходят на фан-встречи, начинают такие, типа, я думала, ты 1,60 м. Да, Но мне постоянно нет. мне говорят то же Но самое, нет. потому что у меня рост 195, а у него 185. 190! Поэтому да. Он, когда стоит рядом со мной, такой, привет, Миш. Да неправда. Очень приятно. На самом деле, это так необычно Взгляд разговаривать снизу. с человеком, который практически такого же роста, как и ты, потому что почти все мои знакомые низкие, и когда мы, например, также идем сегодня Короче- зонтом, мне приходится нагибаться для того, чтобы на них на них дождь тоже не капал. Ник Зон тоже падал. Я туплю на видео, извините, простите. У меня просто много эмоций. Мы снимаем видео, наконец-то. Я вообще наконец-то снимаю видео, потому что я их не выпускал уже месяц, но неважно. У нас экзамены, сессия, и не знаю что, вот там у тебя сегодня физра. Я все равно ни хрена не делаю. Какие у тебя планы на будущее, когда выйдет твой альбом, и собираешься ли ты делать тур по Европе или хотя бы России? Ну, ответ очень простой, Миша уже знает. Я сейчас записываю очень много песен, мы отбираем материал, какой нам нравится, какой не нравится. Не только на английском, мы планируем выпускать треки на русском тоже, потому что, ну, слишком большая аудитория именно из России, и не хотелось бы ее терять. Поэтому, ребятки, ждите треки, а к осени я планирую выпустить свой первый альбом. I'm so excited! А я могу говорить о том, что я слышал несколько треков от Да, да. Они просто бомбовые. Бомбовые, я не знаю, почему бомбовые, они просто бомбовые. Я рад, что ему понравилось. Вы вообще. обязаны У нас одинаковый вкус музыки абсолютно. Да, на самом деле, то есть я показываю ему свой плейлист, он Я говорит, такой, я знаю все эти песни. все эти песни. То есть это настолько очень классно. На самом деле у нас очень много похожих вкусов, интересов и вообще всего-всего. Собираешься ли ты делать тур? Насчет тура, ребят, я обязательно устрою тур по России, но пока что я буду ездить по Европе, то есть лето у меня немножко Европа, так, а к августу ближе. На самом К концу деле, лета я немножко он сам не подгружусь. знает, Я сам не знаю свое Он расписание. сам не знает, куда едет, потому что у него вопрос. Очень все трудно. У него, если спросишь, есть ли у тебя планы на неделю или хотя бы на завтра, он скажет тебе... Я никогда не знаю свое расписание, у меня для этого есть моя команда. Прости, Миш, я просто не забиваю свою голову этим. Расскажи нам про свою школу, учебу, в общем, про свои экзамены, которые сейчас проходят, и Короче, про про то, мою жизнь. каким образом в 17 лет ты уже практически закончил 11 класс, хотя Я уже закончил. Вообще-то. Ну давай, рассказывай. Как уже говорил, я живу в России, я живу в Москве. Мгм. И так вышло, что на школу у меня не было много времени, как вы понимаете. Это все началось еще в 5 классе где-то. И многие мои одноклассники думают, что я перешел в нашу школу где-то к классу 6. Когда я учился с ними с 1 класса, ребят, привет! Я просто был настолько незаметным, и я так редко появлялся, что... Да, как бы люди даже не знали о моем существовании, я не знаю, как это возможно. Зато сейчас все мне пишут, все меня ищут, и все хотят гулять. Но об этом потом. Я хочу сказать большое спасибо своим учителям, которые... Рисуют мне оценки в журнале. Нет, на самом деле у нас все честно, я всегда прихожу и сдаю все, но они не достают меня всякими... Ну, то есть, мне не обязательно сдавать все зачеты, я сдаю самые нужные, то есть контрольные и годовые, а вот такие промежуточные нет. И это очень классно, то, что они помогают мне развиваться в музыке и не парят мои мозги там биологией, химией и так далее. То есть это все я
сдаю как общий пакет. И это очень клево, что учителям идут навстречу, потому что у многих моих коллег огромные проблемы со школой, они не могут не пропускать школу, а я типа не ходил 2 года. Упс. Да, на самом деле он не сказал самое важное, потому что он в 10 классе, он закончил 10 и 11 класс экстерном, потому что он очень-очень умный, конечно же, и ему не нужно было учиться эти 2 года. I'm a smart ass. Нет, вообще нет. Расскажи нам про свои любимые сериалы. Я более чем уверен, что он уже очень давно не смотрел сериалы. Я очень давно не смотрел сериалы. В связи с этой большой загруженностью. Да, ну если честно, последние вот 5 дней я ночью, типа, после 12 сажусь и до 3 ночи смотрю, если я дома. С 12 до 3 ночи я смотрю сериал «Форс-мажоры». «Форс-мажоры» — это на английском называется «Suits». Очень крутой сериал, всем советую. Не для всех, скажу сразу, он более серьезный, но очень жизненный, я бы сказал. Не знаю, посмотрите обязательно там. Встречный вопрос. Где ты шляешься по ночам? Вы знаете ответ на этот вопрос, поэтому... Потому что он с нами. У меня нет любимых сериалов, потому что у меня никогда не было времени прям так смотреть сериал. Я больше тратил свое время. Скажу тратил, потому что я считаю, что это трата времени. Есть столько всего классного в мире, а мы сидим, смотрим сериалы. Я обожаю аниме. Я очень люблю японскую культуру в принципе. И уже планирую слетать в Японию. Не один, может быть, скоро узнаете с кем. Надеюсь, что все подтвердится. Но об этом потом. Хорошо. Следующий вопрос. Хочешь ли ты сделать тату? Я мечтаю о тату, и, скорее всего, мое первое тату будет что-то связанное с треугольниками, потому что я настолько криворукий, что я не могу сделать сердце своими руками, и меня все на это что-то стебали. Но я решил идти легкий путь, теперь я делаю треугольники, и у Team Chris, это мой фандом, теперь такой значок, это наш секретный знак, означающий, что я люблю вас очень сильно, поэтому я хочу где-нибудь набить какой-нибудь треугольник очень стильный. И также с треугольником у меня связано то, что я занял 2 место на Евровидении. Сейчас объясню почему. У моего хореографа, Саши Жан-Баптист, ее знак на мерчендайзе — треугольник. Это знак ее фирмы. И я ей очень благодарен за то, что она сделала для нас за абсолютно короткий срок времени. Она сотворила на сцене, правда, чудо. И я хочу выразить так свою благодарность ей, потому что если бы не она, мой номер выглядел бы с фейерверками и огонь и так далее, то, чего мы хотели меньше всего. Поэтому, Саша, this is just for you. My love! И да. Когда он будет делать свой мерч, придется столкнуться с копирайтом. Я думаю, она не будет против. Я тоже. В Твиттере был вопрос про любимые фрукты, и вы поймете сейчас, почему я выбрал его, потому что вы такие типа, что за бред? Мы общаемся про личную жизнь, мы общаемся про школу, мы общаемся про Евровидение. Тут вдруг любимые фрукты. Что это за фигня? Сейчас вы узнаете почему. Любимые фрукты... Ребят, я обожаю бананы, это просто мой любимый фрукт, он питательный, он офигительный, он желтый, я ненавижу желтый цвет, но банан классный. Но у меня аллергия на все абсолютно фрукты и ягоды. Я не знаю, как это возможно, я обожаю абсолютно все фрукты, все ягоды, поголовно все. Но если я съем больше, чем 2 клубнички, у меня вот здесь все раздувается, и мне приходится глотать таблетки. Короче, вот, если вы хотите меня убить, вам не нужен никакой яд, даете мне смузи из клубники, и я умираю просто. Вот так. У меня нет любимого фрукта, потому что мне нельзя их есть. Это грустно, на самом деле. Это очень грустно. Вопрос еще, какое у тебя зрение? Многие люди думают, что вот эти мои они для... Стиля. Это приятно, это значит, что я хорошо в них выгляжу, это клево. Но вообще без них я даже не могу сфокусироваться на его глазе. То есть у меня разное зрение, у меня, во-первых, астигматизм, я не могу фокусироваться, и, во-вторых, у меня левый глаз минус, правый глаз плюс, и правый глаз у меня хуже видит цвета, и вообще, в общем, да. Вот кто бы сказал тебе, вот так посмотря, это очень, на самом деле... грустно, я бы сказал. Я когда увидел закат в первый раз в очках, у меня чуть ли не слезы на глаза, потому что я, правда, не видел никогда вот так. Это, знаете, я смотрел видео Логан Пола, и я такой, типа, почему он так радуется, почему он так, типа, плачет, он вроде не полный дальтоник. Да, кстати, факт о Логане Поле, он не видит цвета так, как видим мы. Большинство, точнее. Это как-то по-другому называется, не дальтонизм. Ну, может быть, не дальтонизм, он как-то по-другому видит, да? Ну, короче, да. Да, и когда я надел очки, вроде бы у меня все не настолько серьезно, я просто не могу фокусировать. Вообще, у меня все вот так размыто. Я когда увидел закат в Москве, просто за Москву-Сити уходит все солнце и облака, я просто реально думал, что я сейчас заплачу, потому что этот оранжевый цвет, он был
просто другим. Я видел всю палитру просто цветов, там был и розовый, и желтый. Может быть, для вас это звучит, то есть, глупо, ну, подумаешь, закат, цвета, но для меня это, правда, было что-то, потому что я обожаю фотографировать, обожаю снимать, обожаю, когда меня фоткают, и обожаю обрабатывать фотки, поэтому для меня это очень важно, и каждая маленькая деталь для меня имеет значение, поэтому я прям очень радовался, когда мне дали очки. И вот, да. Ну и последний вопрос для тебя на сегодня. Есть ли какие-то недостатки в популярности и сталкивался ли ты когда-нибудь с проблемами, которые были с этим связаны? Ну, я не могу сказать, что я прям популярный, но недостатки свои, конечно же, есть. Например, на меня напали недавно на улице, и это не очень клево. Не очень приятно знать, что ты не в безопасности, что на тебя просто может накинуться какой-то человек, который сегодня стал не с той ноги, и прям вот меня не выпускают, поэтому у меня были пару проблем насчет того, что я возвращаюсь домой в 3, потому что это правда опасно для меня, но в Москве немножко получше с этим. Вот в Болгарии я прям совсем не могу выйти на улицу или сходить в магаз. Так что вот это, наверное, единственный минус. А так, нет, абсолютно, я очень рад, что людям нравится моя музыка, и я очень рад, что наконец-то нашел своего зрителя. У меня 800 тысяч слушателей в Spotify. Ребят, это очень круто. Beautiful Mess растет, но и не только она, скоро новые треки, поэтому я прям очень рад. Трой Сиван или Миша Максимов? Любой бы сейчас, наверное, ответил Трой Сиван, но не я, потому что я его не знаю. Может, он та еще скотина последняя, поэтому я выбираю Мишку, потому что мы с ним прям друзьяшки. Очень клево, что мы познакомились и теперь снимаем видео, поэтому, Миша, я выбираю тебя. Мы не только видео снимаем, если что. Да. Короче, да. На этом, наверное, было все. И спасибо еще раз, Крис, за то, что ты сегодня пришел ко мне в гости, хотя я пришел Спасибо к за тебе в гости. приглашение. Так Точнее, за одобрение, потому что мы как-то одновременно... Я давай снимем видео, давай, да. Ждите еще больше видео. Блин, подписывайтесь на наш Инстаграм, Твиттер, особенно на его. А я потому пошел что- качаться, потому что лето уже наступило. Особенно за окном, когда идет град, дождь, солнце одновременно. 4 сезона в одном дне. Вот это наше лето в Москве. На этом было все. Большое спасибо за то, что посмотрели это видео. Обязательно все, кто сейчас смотрит это видео и кто сейчас слышит мою речь, пожалуйста, перейдите на канал Криса, подпишитесь на него, потому что там у него будут выходить и каверы, и влоги. И, во-первых, мы сняли видео совместное, которое вы обязаны заценить, потому что мне очень понравилось то, как мы его сняли. Так что да, всем большое спасибо. Всем пока! Спасибо, что были с нами. Пока. And we don't have a thing to lose, no matter what they say.